Всем привет, с вами Татьяна Захарова, я основатель интернет-магазина greenbird.ru. Сегодня мы с вами будем творить и вытворять красоту с использованием новых бусин Swarovski из новой коллекции Embracing the Next. Это вот такие вот красивые, шикарные бусины с большим отверстием. Как только я их увидела, мне сразу же захотелось сделать что-то из них. И, наткнувшись у нас на складе на нить бисера Шарлотта, нанизанного на нитке, я поняла, это то, что мне надо. И эта нить стала вдохновением. Я хочу сделать браслет, где такая бусина будет надеваться на нить бисера, кристалла. В общем, сейчас мы вместе с вами будем придумывать, как это все должно выглядеть. Но прежде чем вы начнете смотреть, знайте, обязательно досмотрите этот ролик до конца, потому что в конце вас ждет подарок. Эти самые бусины из новой коллекции Swarovski я буду дарить кому-то из вас. Тех, кто будет смотреть ролик внимательно и до конца. Все необходимые материалы можно купить у нас в greenbird.ru. Мы отправляем заказы по всему свету. В описании к этому ролику вы найдете ссылки на все материалы, которые я использую. Я беру пин. У меня пин с шапочкой. Шапочка мне не нужна. Я ее просто откусываю. Прям вплотную к шапочке кусь сделала. И теперь я хочу отогнуть под углом 90 градусов, загнуть колечко и обмотать пару раз этот пин вокруг себя же. Прижала инструментом и сделала кусь. Мы будем надевать на пин бисерные нити. И если вы возьмете пин, который просто загнут и не обмотан вокруг себя, есть небольшая вероятность, что нить бисера может как-то с него соскочить вот через это вот отверстие. И у нас все испортится. Поэтому я сделала надежный пин, вокруг себя его обмотала, обкрутила, чтобы у меня никаких эксцессов в процессе работы не возникло. Теперь мы берем нитку Fireline, я взяла 8LB цвета Crystal. Я буду сейчас на нее нанизывать кристаллы Swarovski. А кристаллы Swarovski, у них отверстия могут быть острые, и обычную нить они могут порезать. А тросик слишком толстый для нашей задумки, поэтому я взяла Fireline. И на кончик я надену кримп, чтобы его потом закусить. И начнем нанизывать наши биконусы. Первые несколько бусин мы заменим на бисер, потому что потом это все пойдет у нас вот сюда вот. И очень жалко будет здесь иметь спрятанными дорогущие ксилионы Swarovski. Поэтому пусть здесь у нас лучше будет спрятан простой бисер. И дальше уже будем нанизывать дорогущие ксилионы Swarovski, чтобы ни один ксилион не остался спрятанным в недрах металлической фурнитуры. А пока я нанизываю ксилионы, вы поставьте нам лайк и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить наши новые ролики. Лайк поставь и подпишись. Теперь мы примерим. Нам нужно набрать нить бисера такой длины, чтобы она равнялась длине нашего браслета минус замочек. Несколько последних бусинок я сниму. И вместо них тоже надену несколько бисеринок, чтобы они спрятались под железной фурнитурой, а не чудесные кристаллы Swarovski. Вот что получается. На кончиках у нас бисер, и мы сейчас это все примерим. Ну да, вот так. Лучше сделать короче, чем длиннее, иначе мне придется найти кого-нибудь более крупного, чем я, и отдать ему этот браслет. И здесь на кончик мы тоже надеваем кримп. Опа! И смотрите, что мы будем теперь творить. Мы от катушечки отмотаем Fireline длинную нитку, чтобы все знали, что мы ленивые девки. Это будет хитрость. Нужно ее оставить примерно такой длины, чтобы нам хватило еще разочек туда, еще разочек сюда, еще разочек туда, еще разочек сюда, ну еще пару разочков туда-сюда, вот нам хватит. То есть это мы оставляем для того, чтобы у нас было пространство для маневра на эту нитку. Мы дальше будем нашу красоту нанизывать, а пока мы возьмем пин, который мы закрутили заботливо в самом начале этого ролика, и иголочкой через ушечко пройдем. Получается, что мы эту нашу нитку пришиваем к пину, проходим через кримп в обратном направлении до конца, до конца, до конца. И это тот чудесный момент, когда нам его нужно будет закусить. Беру и кримп просто прикусываю. Нитка у меня теперь здесь держится и не ездит. Я зафиксировала нить с этой стороны. И теперь я хочу сюда набрать бисер, потому что крупный
крупные бусины мы уже набрали. И чтобы не было двух нитей с крупными бусинами рядом, одна будет с бусинками, а другая будет с бисером. Набираем на нить бисер такой же длины, как была предыдущая наша нить, которая равняется обхвату нашего запястья. Просто перенаденем с одной нитки на другую. Можно вообще высыпать и заново все надевать, но так получается быстрее. Да, это может быть и свадебное украшение, это может быть и зимнее украшение, и это может быть просто вообще любое украшение. Свадебное украшение делается очень просто. Ты просто берешь белый бисер и белые бусины, и у тебя получается свадебное, да, так? А что, я всегда мечтала открыть бисерный бар. Я увидела эту тему в Америке. В США есть бисерный бар. Туда женщины приходят, заказывают по меню напитки и сидят вот так вот за барной стойкой и плетут. Но только нитку надо покороче, чтобы никого не травмировать. Но это раньше было. Сейчас все бисерные бары, они в онлайн-зумы. Может быть, кстати, мы с вами откроем бисерный бар онлайн. Как вам такая идея? Пишите в комментариях. Если кто-то хочет со мной, с Алиной и с кем-нибудь еще, и друг с другом в Zoom, в бисерный бар, сплести что-то в онлайн, отмечайтесь в комментариях. Че, классная идея. А вот мне всегда интересно было, как вот Дженнет Кук. Я с ней познакомилась, я с ней виделась лично в США лет 8 назад. И она рассказывала, как она с подругами, они собираются, пьют шампанское и плетут из бисера. Я тогда думала, как это вообще? Ты пьешь шампанское и плетешь из бисера. Ну, это либо одно, либо другое, потому что, ну, такие маленькие отверстия у бусинок. Мне казалось, что это как-то неудобно, и вообще не захочется ничего плести, а захочется просто шампанского и подруг. В общем, не знаю. Интересный, конечно, этот эксперимент, посмотреть, как это все выглядит. Может быть, что-то творческое, креативное проснется и сделается какой-нибудь шедевр. Не знаю, надо, короче, экспериментировать, да, и пробовать, и смотреть, что будет. Вот они у нас получились одинаковой длины. И теперь мы проходим через кримп. И это момент, когда нам понадобится точно такой же второй пин, как был в начале. Поэтому мы кусь-кусь, шапочку откусим, кусь. И загнем здесь точно такое же колечко, как делали в первый раз. Можно рукой пару-тройку раз, если руки ловкие. И откусываем лишнее. Делаем кусь. И мы через него проходим иголкой, пришиваем, получается, просто нашу бисерную нить к нему. И проходим через кримп в обратном направлении. Здесь все подтягиваем, чтобы ничего не топорщилось, не болталось. И после этого мы закусываем наш кримп. Мы его сплющили, и он теперь, получается, держит наши нити очень крепко. Видите, что получается? Наш браслет между двумя пинами. Теперь мы нанижем жемчуг. Я взяла Pearlescent White. Точно так же, как мы действовали с биконусами. Сначала нанижем несколько бисерин. Бисеринок 5 я набираю. И поехали, надеваем жемчуг. Смотрите, что у нас получается. Мы сделали третью нить. И опять на кончиках мы наденем несколько бисеринок. Теперь мы опять надеваем на кончик кримп. И снова проходим через колечко нашего пина. Обратно через кримп. Все подтягиваем и сплющим наш кримп. И теперь точно таким же образом наберем пару нитей белого бисера цвета Chalk White. Это значит белый мел. Главное не забыть потом бусину-то надеть, потому что я уже забыла, зачем мы здесь собрались. Забыла, что мы здесь ради бусин с большим отверстием. Вот мы сделали еще одну нить бисера и снова сюда надеваем кримп. И точно так же будем эту нить крепить к нашему пину. Перекидываем через пин, проходим обратно через кримп, подтянем, зажмем. Ну и последний разочек. А пока я нанизываю последнюю нить бисера на наш браслет, вы поставьте нам лайк и подпишитесь на канал. И последний кримп я надеваю. И начинаю закреплять нить точно таким же образом. Посмотрите, просто прохожу через колечко, возвращаюсь обратно через кримп. Все красиво, аккуратно подтягиваю. И теперь самое время проверить, хватит ли в отверстии бусины места для еще одной бисерной нити, или нам пора заканчивать. Мне кажется, что это все, финиш. Здесь больше бисера не поместится. Она здесь уже ходит прям с трудом. Поэтому у нас получается 3 бисерных нити, 1 нить жемчуга и 1 нить ксилионов. Это все, на что нас хватило. Поэтому пришло время заделать нашу нить. Сначала мы закусим наш последний финальный кримп. Просто делаем кусь.
закусили кримп. Я сделаю еще здесь пару узелков просто для собственного успокоения. Через нитку вот так вот раз делаю узелочек. Один и второй. Чтобы вот прям вот мне было прям очень спокойно. Пройду через бисеринку одну сюда вот. И еще сделаю пару узелочков. Вот прям люблю я в бисероплетении узелочки вязать. Беспокойная я. Успокой ты меня. Сделаем узелочек, чтобы быть уверенными, что ничего у нас не развалится. 2 раза, как говорят спасатели, 2 это 1, 1 это 0. Поэтому я сделаю 2. Потому что если один развяжется, то, соответственно, у тебя уже ничего не осталось. И я откусываю нитку. Все, файлами наш откусили с одной стороны. И еще одна незаделанная нитка у нас осталась с другой стороны. Мы ее срезаем с катушки, она у меня была не срезана с катушки на всякий пожарный случай. Вдруг мне бы захотелось еще на этот конец навертеть, накрутить всего. Я просто срезаю, дену в иголку и пару узелочков сделаю вокруг бисеринок. Ура! Ура! Мы почти закончили. Делаем кусь. Откусили Fireline. И теперь самое классное. Не забываем, первым делом нам нужно взять нашу супер-пупер красивую бусинку и надеть ее на наш браслет. Я решила взять вот такую вот фурнитурину. Это наша новая. У нас такая только-только начала продаваться. Мы просто вдеваем наш пин сюда. Просто руками его так вот чуть-чуть подсожму. И можно сделать жемчужинку. Отогнем пин. Сделаем колечко, маленькое, аккуратненькое, с помощью наших супер тонких плоскогубцев. Наденем сюда замочек. Поскольку я взяла тонкий пин, то здесь я его тоже несколько раз вокруг себя же закручу для пущей надежности. И откусим. Сделаем кусь. Вот так у нас получилось. То же самое мы сделаем и с другой стороны. Все, получилась красота. Размер подходит идеально. Прям для меня как будто бы делали. Сам себя не нарядишь, никто не нарядит. Вот я нарядила. Красота. И бонус для тех, кто досмотрел этот ролик до конца. Вот такие вот бусины, 3 цвета, 3 штуки, 3 набора по 3 мы подарим кому-то из вас. Тому, кто смотрел этот ролик внимательно, досмотрел его до конца и прямо сейчас напишет нам комментарий с ответом на вопрос, что у него было на голове. Пишите комментарии, ставьте нам лайки, подписывайтесь на канал, ждите следующих выпусков. Узнаем, кому достанутся эти шикарные бусины 3 цветов. Первый набор достанется тому, кто ответит на этот вопрос первый и правильно, а 2 других мы разыграем среди всех, кто ответит правильно, но чуть попозже. В общем, ставьте нам лайки, подписывайтесь на канал, ждите следующую пятницу, будет новый урок. Пока-пока. Приступим. Начнем с того, что наденем маленький 1,5 миллиметровый кримп. И смотрите, что мы будем теперь творить. Очень красивый, мерцающий жемчуг. И сейчас я его нанижу. Трали-вали, дили-дили. Это жемчуг нанизали. Пам-пам-пам. Я не понимаю, что происходит. Самое интересное началось. Нитка длинная, путается. Бисер рассыпался, нитка запуталась, а белый бисер на белом столе 13 размера. Очень классно собирать. Всегда делайте длинную нить, это весело. Та-дам! Получилась красота! Лайк поставь и подпишись. Подпишись. Ты лайк поставь и подпишись. Подпишись.